Крошечные микробы, по сути древние микроскопические организмы, были заморожены в арктическом льду на протяжении десятков тысяч лет, просто отдыхая там со времен, когда по земле еще бродили шерстистые мамонты. И теперь ученые считают, что эти маленькие существа могут снова проснуться, если арктические лета будут становиться все длиннее и теплее. Да, вы все правильно услышали. Зомби-микробы. Прекрасно. Эти микробы оказались заперты в вечной мерзлоте. Это почва и лед, которые остаются полностью замерзшими круглый год. Верхний слой слегка оттаивает летом, но действительно древние слои Гэсьёи, где находятся микробы ледникового периода, залегают гораздо глубже. Они оттаивают только в том случае, если тепло держится месяцами, а не просто пару жарких дней. Чтобы изучить этих микробов, исследовательская группа спустилась в туннель для изучения вечной мерзлоты неподалеку от Фэрбанкса на Аляске. Это длинный подземный коридор, расположенный примерно на 15 метров ниже поверхности и прорубленный прямо в древней замерзшей земле. Туннель тянется более чем на 100 метров и позволяет ученым буквально пройтись сквозь тысячи лет замерзшей истории. Кстати, осматривая стены, исследователи также заметили кости мамонтов и бизонов, торчащие прямо изо льда. Одной из причин, по которой ученые отправились на Аляску, было желание выяснить, насколько быстро эти древние микробы способны вернуться к жизни. И результат их удивил. Этим микроорганизмам не нужны годы, столетия или какие-то магические ритуалы. Всего лишь пара месяцев теплой погоды. Проснувшись, они начинают заниматься своими микробными делами, в том числе выделять парниковые газы, такие как углекислый газ и метан. А это плохие новости, потому что эти газы еще сильнее нагревают планету. Это приводит к таянию вечной мерзлоты, что пробуждает еще больше микробов, которые, в свою очередь, выделяют еще больше газа. Понимаете? Получается замкнутый и крайне неприятный климатический цикл. Когда ученые спустились в замерзший туннель, чтобы взять образцы сверхдревней вечной мерзлоты, первое, что они заметили, был отвратительный запах. Это была не просто вонь старого подвала, это был запах чего-то, что пролежало замороженным тысячи лет и, наконец, начало оживать. Как ни странно, микробиологи были этому рады. Такой запах для них хорош. Хороший знак, потому что он обычно означает, что крошечные живые существа все еще присутствуют. В лаборатории команда замочила замерзшие образцы в воде, содержащей особую форму тяжелого водорода. Это позволило отслеживать, чем микробы будут заниматься позже. Затем образцы поместили в холодильные камеры с 3 разными температурами. Холодной, умеренно холодной и относительно теплой, чтобы смоделировать возможные условия будущих арктических лет, если потепление продолжится. В течение первого месяца почти ничего не происходило. Даже в более теплых образцах изменения были минимальными. Лишь крошечное количество микробов начало пробуждаться. По сути, микроскопический ручей активности. Но через несколько месяцев ситуация стала гораздо интереснее. Благодаря тяжелой воде ученые смогли наблюдать, сколько ее микробы использовали для построения своих клеточных мембран. Это помогло понять, что древние микроорганизмы создавали особые жировые молекулы, которые, возможно, помогают им выживать в условиях холода. К 6-му месяцу образцы, хранившиеся при более высоких температурах, полностью изменились. Они стали гораздо активнее и начали образовывать небольшие слизистые слои. Ученые могли видеть их даже без микроскопа. Сообщество микробов не отличалось большим разнообразием, но те, кто был активен, вели себя точно так же, как современные микроорганизмы, живущие сегодня в незамерзших почвах. Проще говоря, эти древние микробы были определенно живыми и становились довольно энергичными, как только температура поднималась достаточно высоко. Это имеет огромное значение для Арктики и всей планеты, потому что эти микробы выживают, питаясь древним органическим материалом, запертым в вечной мерзлоте. Во время этого процесса они выделяют парниковые газы,
углекислый газ и метан. А Арктика нагревается быстрее, чем любая другая часть Земли. Это означает, что глубокие замерзшие слои могут оставаться теплыми достаточно долго, чтобы огромное количество древних микробов пробудилось и начало выбрасывать газы в атмосферу. В настоящее время северная вечная мерзлота содержит примерно в 2 раза больше углерода, чем вся атмосфера Земли. Если значительная часть этого углерода высвободится, это может резко ускорить глобальное потепление и привести к драматическим последствиям, запустив цепную реакцию масштабных изменений, которые затронут практически все на планете. Экстремальные погодные явления станут происходить чаще. Более мощные ураганы, более сильные ливни, более продолжительные волны жары, более крупные лесные пожары. Уровень океанов также поднимется, что приведет к затоплению побережий и поставит под угрозу города и поселки. Животные, растения и целые экосистемы могут выйти из равновесия. Некоторые виды окажутся на грани вымирания, а пищевые цепи начнут разрушаться. Людям по всему миру придется сталкиваться с неурожаями, нехваткой воды и разрушением домов и инфраструктуры. Вернемся к нашим зомби-микробам. Дело в том, что исследование охватывало лишь одно место на Аляске. Но вечная мерзлота занимает огромные территории по всему миру. На Аляске, в Канаде, Сибири и во многих других регионах. А микробы в разных местах могут по-разному реагировать на потепление. Ученым еще предстоит проделать колоссальный объем работы, чтобы понять, что ждет нас дальше. Возможно, у вас возникает вопрос: могут ли древние вирусы заразить человека? Большинство микроорганизмов, замороженных в вечной мерзлоте, совершенно безвредны. Это старые бактерии, которым по сути интересно лишь взаимодействовать с другими микроскопическими организмами в почве. Но ученые опасаются, что среди этих замерзших микробов могут быть и такие, которые способны заражать людей, животных или растения. Если это произойдет, наши организмы, скорее всего, вообще их не распознают, ведь они были заморожены со времен мамонтов. Проще говоря, у нашей иммунной системы не будет никаких чит-кодов. Риск этого возрастает по нескольким причинам. Во-первых, Арктика нагревается почти в 4 раза быстрее, чем остальная планета. Более длинные лета и более высокие температуры означают усиленное таяние вечной мерзлоты, а значит, пробуждение все большего количества древних организмов. Во-вторых, люди все активнее осваивают эти регионы. Компании добывают полезные ископаемые, бурят скважины, открываются новые морские маршруты. Вся эта деятельность разрушает почву, которая раньше оставалась надежно замерзшей. Это повышает вероятность того, что человек или животное столкнется с древним микробом, который только что ожил. Что может произойти дальше? Возможны вспышки зоонозных заболеваний, то есть болезней, передающихся от животных к человеку. Такое уже случалось. При оттаивании туш северных оленей высвободилась сибирская язва, редкое и крайне опасное заболевание, которое затем заразило людей и животных. К счастью, мы умеем лечить сибирскую язву. Но что, если пробудится нечто еще более древнее? Кроме того, у нашей иммунной системы может не быть вообще никакой защиты. Если вирус не существовал десятки тысяч лет, современный человек столкнется с ним абсолютно неподготовленным. Никаких антител, никакой памяти, ничего. Но самое страшное в том, что мы даже не знаем, что именно скрывается там, под землей. Ученые считают, что вечная мерзлота может содержать триллионы замерзших микробов, многие из которых нам совершенно неизвестны. Некоторые из них могут быть безобидными, а некоторые чрезвычайно опасными. И что будет, если один из таких вирусов, наконец, полностью оттает? Мир столкнется с катастрофой, аналогов которой еще не было. Это будет не обычная вспышка болезни, а нечто, больше похожее на сюжет фильма ужасов. Прежде всего, вирус будет совершенно новым, и наша иммунная система точно не сможет его распознать. Это означает, что он будет распространяться с бешеной скоростью, передаваясь от человека к человеку. Никто не будет знать, чего ожидать. Он может вызывать странные заболевания, внезапные лихорадки или нечто куда более опасное
болезни, сравнимые с самыми страшными эпидемиями прошлого. Ученые, работающие с вечной мерзлотой, уже ищут следы таких древних заболеваний, так что этот сценарий нельзя полностью исключить. Как только вирус вырвется наружу, он недолго будет оставаться локальной проблемой. В условиях глобальных путешествий и активного освоения потеплевшей Арктики инфекция может за считанные дни добраться от небольшой арктической деревни до крупнейших городов мира. Больницы мгновенно окажутся переполнены, а врачи и медсестры столкнутся с нехваткой ресурсов. Бизнесы будут закрываться. Поставки продовольствия могут сорваться, если вирус поразит сельскохозяйственных животных или растения. Перевозки и путешествия могут полностью остановиться. Страх и паника будут распространяться по миру почти так же быстро, как и сам вирус. Вакцины и лекарства не будет, потому что человечество никогда раньше не сталкивалось с таким вирусом. Ученым придется начинать с нуля. Короче говоря, вспышка зомби-вируса была бы абсолютно непредсказуемой. И современный мир к такому сценарию совершенно не готов. На этом все на сегодня. Если мы утолили ваше любопытство, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями.